Привет, друзья! Сегодня сразу несколько новостей, которые обсуждают и в Германии, и по всей Европе. Появились новые фигуранты дела о краже в Лувре, расследование выходит на новый этап. Дональд Трамп снова в центре внимания, на этот раз из-за роскошного обновления Белого дома, которое вызвало споры даже среди его сторонников. А в Брюсселе обсуждают программу, по которой мигрантам из Афганистана и Сирии могут предложить огромную премию за добровольный отъезд. Это идея, которая вызывает споры по всей Европе. А дальше на технологическом фронте конфликт вокруг поставок микрочипов. Nexperia приостанавливает сотрудничество с Китаем, и это уже тревожит немецких автопроизводителей. А в самой Германии новое решение по пенсиям, проблемы старейшей пивоварни и обсуждение будущего трудового рынка Германии. Спасибо всем, кто поддерживает канал подпиской и делится этим видео с последними новостями часа. Итак, новый поворот. Парижская прокуратура открыла новое расследование в отношении еще 2 человек после резонансного инцидента в Лувре. Мужчине 37 лет инкриминируют участие в группе, совершившей кражу, а женщине 38 лет содействие этому делу. Они содержатся сейчас под стражей. Я вам ранее более детально уже рассказывал, что арестовали 7 человек, сначала 2, а затем еще 5. 2 из них мужчины 34 и 39 лет дали частичные признания. Напомню, 19 октября группа неизвестных лиц с помощью подъемника попала в музей через балкон. Они похитили 8 драгоценных украшений королевской коллекции, диадемы, ожерелья, броши. Общая оценка украденного 88 миллионов евро. До сих пор ни один из похищенных предметов не найден. Единственный редкий артефакт, корона императрицы, была обнаружена недалеко от музея. Дело может закончиться уголовным процессом, если обвинения докажут в суде. В противном случае расследование будет просто-напросто закрыто. Следующая новость одна из самых неожиданных. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, внимание, не перестает каждый день нас с вами удивлять. Трамп показал свою новую роскошную ванную в Белом доме с золотыми зеркалами и позолоченными смесителями. Интерьеры выполнены в теплых тонах, ванна, раковина и аксессуары выражают стремление к величию и нередко сравниваются с призматическим стилем. Трамп подчеркнул, что обновление интерьера – это часть общего плана сделать дом более элегантным и вдохновляющим для следующих поколений. Новый дизайн ванной уже вызвал активное обсуждение в средствах массовой информации и в соцсетях. Критики отмечают, во времена, когда внимание общественности сосредоточено на социально-экономических вопросах, такие демонстрации богатства воспринимаются неоднозначно. Отмечается, что подобные интерьеры могут восприниматься как символ статуса, а не как практичное вложение. Независимо от мнений, очевидно, что Дональд Трамп вновь использовал оформление интерьера как часть своего публичного образа, подчеркивая индивидуальный стиль и отличие от предшественников. Следующая новость связана с обсуждением нового курса по миграции. Некоторые страны Европейского Союза разрабатывают новую программу по стимулированию добровольного отъезда мигрантов в Афганистан и Сирию. По плану тем, кто согласится вернуться на родину, могут выплачивать премию, внимание, до 32 тысяч евро. Мера ориентирована на тех людей, которым уже отказали в предоставлении убежища и которые нарушили правила пребывания в Европейском Союзе. Германия и еще несколько государств ЕС направили письмо в Европейскую комиссию Урсуле фон дер Ляйен с просьбой упростить процедуру возвращения. Министр внутренних дел Германии Александр Домбрит отметил, что возвращения будут организованы в первую очередь для тех, кто нарушил иммиграционные нормы. Сложности возникают из-за отсутствия дипломатических соглашений с Афганистаном и Сирией, что и затрудняет официальное возвращение. Выплаты премий должны стать тем стимулом для тех, кто не может легально оставаться в Европейском Союзе, и ускорить процесс депортации. Таким образом, страны Европейского Союза планируют сочетать финансовые стимулы с ужесточением контроля за миграцией, чтобы сделать политику возвращения более эффективной и уменьшить количество нелегально пребывающих мигрантов. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Производитель микрочипов Nexperia оказался в центре международных разногласий. Компания, специализирующаяся на полупроводниках, приостановила поставки своих продуктов на китайский завод из-за разногласий с властями Китая о контроле и оплате поставок. Это вызвало тревогу и у производителей автомобилей, которые зависят от микрочипов для работы систем безопасности, электроники и двигателей.
Перебои в поставках могут привести к замедлению производства и росту цен на технику, усиливая глобальный дефицит полупроводников. В Nexperia сегодня заявляют, что готовы возобновить поставки после урегулирования всех финансовых и юридических вопросов. Компания уже ищет альтернативные каналы поставок, чтобы снизить риск перебоев для клиентов. Эксперты предупреждают, что длительное разрешение конфликта может сказаться на мировой автомобильной индустрии и технологическом секторе вообще в целом. Этот конфликт подчеркивает уязвимость глобальной цепочки поставок микрочипов и важность стратегического планирования для производителей техники и электроники по всему миру. И это только начало. Правительство Германии утвердило новое пенсионное соглашение, которое изменит систему выплат и нагрузку на работающих граждан. Внимание! С 2027 года взносы на пенсию вырастут с 18,6% до 18,8% от зарплаты. При этом половина роста ляжет именно на работника. В последующие годы взносы продолжат увеличиваться и к 2028 году могут достичь даже 20%. Закон также закрепляет уровень пенсии на 48% от средней зарплаты до 2031 года, гарантируя стабильные выплаты для тех, кто долгое время проработал на среднюю зарплату. Для матерей, чьи дети родились до 1992 года, вводится дополнительное начисление за годы ухода за ребенком, что и повысит их пенсионные выплаты. Кроме того, новым законом работодатели смогут, внимание, нанимать пенсионеров на ограниченные контракты после достижения возрастной границы без дополнительных обоснований. Эксперты отмечают, что эта реформа обеспечит долгосрочную устойчивость пенсионной системы, хотя работающим придется платить немного больше, а пенсионеры получат уверенность в стабильности выплат. А дальше новость, которая вызывает особое внимание и обсуждение. Одна из старейших пивоварен Германии из города Мангейм объявила о банкротстве. Суд Мангейма утвердил процедуру банкротства с самоуправлением, что означает, что руководство компании продолжает работать под контролем именно судебного управляющего. В компании работают, внимание, около 300 человек, и их рабочие места могут быть пересмотрены в зависимости от результата процедур. Пивоварня ведет свою историю, напомню, с 1679 года и долгое время была важной частью экономики земли Баден-Вюртемберг. Недавно фирма продала один из своих известных безалкогольных напитков компании конкуренту, но это не помогло справиться с растущими долгами и финансовыми трудностями. Судебный управляющий Томас Берли заявил, что существует реалистичный план спасения компании. Основная причина проблем – это падение спроса на продукцию и снижение продаж за пределами Германии. Руководство планирует диверсифицировать производство и выпускать не только пиво, чтобы сделать бизнес более устойчивым. Бизнес-сообщество и профсоюзы призывают обеспечить прозрачность процесса и сохранить рабочие места. В ближайшие недели компании предстоит сохранить производство, удержать поставщиков и найти инвесторов, готовых поддержать новый план развития. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.